Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня хочу вам показать свою новую работу, новый проект. Начала вязать вчера, буквально в 10 часов вечера. Кардиган. Это будет у меня кардиган на прохладное лето, раннюю весну и теплую осень. Кардигана и длина рукава будет зависеть от пряжи. У меня всего лишь 600 граммов пряжи. Вяжу на размер 44-46. Начало вязания — это резинка. Высота 4 сантиметров. Здесь фабричный набор края. Вяжу отдельными полотнами. Будет связана отдельно деталь спина. 2 детали полочек, левая и правая. Я буду их вязать одновременно на одной спице и также 2 рукава. Направление вязания рукава, скорее всего, у меня будет, я еще не решила, может быть сверху вниз, может быть снизу вверх, там уже посмотрю. Фотографий готовой работы нет, так как модель я буду осуществлять и вязать в процессе. Вот, схемы узора, она у меня есть, я ее сама нарисовала, составила, но потом в программе составлю, когда уже будет мастер-класс и будут желающие присоединиться к вязанию. То есть в процессе вязания я буду снимать подробный попетельный мастер-класс для начинающих. Сейчас поговорю о пряже. Вот здесь вот, конечно, узор еще не раскрылся. После стирки и отпаривания внешний вид, конечно же, преобразится, и размер ромбиков изменится. Вам вчера я показывала, что этим узором я вяжу платье, и вот уже у меня 1/4 часть спинки связана. Сегодня показать вам пряжу, поделиться. Она мне очень понравилась. Из этой пряжи я вяжу впервые. В этом видео также хочу вам показать, каким образом я храню пряжу, из которой вяжу, и начатые проекты. Вот у меня в контейнере может храниться, все зависит от размера контейнера, по 2 проекта, либо вот 1. Для того, чтобы пряжа всегда в нужном количестве находилась в одном месте, а не лежала в разные мотки в разных местах. Очень удобно, чтобы она не пылилась, не выцветала, не выгорала. Сегодня я приобрела в фикс прайсе такой контейнер. Он очень удобный, с ручкой. С сторон есть застежки. Вот так сверху закрываются, фиксируют надежно крышку. Он прозрачный, очень тоже удобно, что видно, какая пряжа лежит и вообще, что здесь лежит. И можно эти контейнеры складывать друг на друга, они занимают мало места. У меня здесь 10 мотков поместилось, получается 500 граммов пряжи. Вот так вот выглядит пряжа, из которой вяжу. Сейчас я вам подробнее расскажу. Была у меня в наличии эта пряжа, я ее заказывала через интернет-магазин. Ссылку я вам оставлю в описании под видео на пряжу и на интернет-магазин. Там вы можете посмотреть, если она вам понравилась, и заказать. Цены самые минимальные, то есть редко встречаются магазины, где цены ниже, в общем, ниже, чем в других магазинах. И большой выбор турецкой пряжи. Цвет камера передает правильно. Вот он такой, знаете, бежевый и не очень насыщенный, и не очень светлый. Честно говоря, мне оттенок, именно этот оттенок, цвет 129, не очень нравится. Не мой цвет, но какой-то он немножко бежево-серый смотрится в изделии. Но так как я заказывала через интернет-магазин, по карте цветов мне показалось, что это один цвет, а фактически оказался совсем другой цвет. В общем, если вы будете выбирать пряжу, джинс бампа от Янар, вот этот номер цвета 129, вот так вот он выглядит. Вот так выглядит в самом изделии. Давайте подробнее расскажу вам о пряже. Она мне очень понравилась. Это идеальная пряжа для вязания кардиганов, жакетов. Можно связать пуловер, джемпер. Пряжа хорошо держит форму. Видите, она какая-то такая, даже, я бы сказала, объемная. Хотя метраж здесь не совсем маленький, но в то же время за счет состава, может быть, сплетения нити,
вот какой-то есть такой, вот, знаете, объем. Она такая, изделие получается такое более, не то, что такое, знаете, тоненькое, а хорошо будет прекрасная пряжа для вязания плечевых вещей, потому что особенно кардиганов. Название пряжи. Производитель Янарт. Вот здесь есть, как правильно произносится и называется пряжа на этикетке. Янарт джинс бамбу. Джинс бамбук. Производство пряжи Турция. Производитель рекомендует вязать спицами номер 3,5. Крючок номер тоже 3,5. Расход пряжи на джемпер получается, здесь не указан размер, расход 400 граммов. Я вяжу кардиган, у меня в наличии 12 мотков по 50 грамм, общее количество пряжи 600 граммов. Давайте посмотрим метраж в 50 граммах 150 метров. Получается, если перевести в 100 граммов, получается в 100 граммах 300 метров. Состав 50% бамбук и 50% полиакрил. Цвет пряжи номер 129. Вот такая еще есть информация на этикетке, посмотрите. Нить средняя по толщине, не очень толстая и не очень тоненькая. Идеальная для вязания летних и также демисезонных вещей. При вязании нить не расслаивается, ну, немножко слоится, конечно, но в пределах нормы, то есть не сильно. Скрутка не очень тугая, мягкая. Я вяжу здесь два вида узора. Ажурный и просто лицевая изнаночная гладь. И вы можете посмотреть, как смотрится узор. Два вида узора. Также резинка, связанные из пряжи. Джинс бамбу. Так вот смотрится, видите? Полотно, петельки какие получаются. Ну, конечно, не совсем вяжу ровно. По ровности я не совсем профессионал. Вяжу не как машинка вязальная. Ну вот резинка, например. Резинка также у меня связана размером спиц, которым я вяжу основное полотно. Давайте расскажу вам про спицы. Размер спиц, диаметр 3,5. Я вам эти спицы показывала. У меня есть разные номера. Они на леске съемные. Видите, раскручивается. Каждая спица. Можно менять размер. То есть тросик оставляете в вязаном полотне. Допустим, вязали резинку. Вам надо поменять размер спиц. Просто отсоединили. Чтобы они не разъединялись, фиксируйте их ключом. Подтягивайте спицу с тросиком. Очень удобно. Я докупила недавно, дозаказала разные размеры спиц от Knit Pro. Название спиц линейка Zing. Вот у меня есть отдельно, я заказывала спицы и отдельно тросики разной длины. У меня есть разные комплекты. И вот бывает 40 сантиметров тросик, длина 60, 80, 100, 120, 150. Если вам надо еще длиннее, то продается отдельный переходник, который соединяет между собой вот эти тросики. И можно даже длину сделать 300, 400, 500 метров. Если вы вяжете, например, огромную такую шаль, у которой большой размах крыла. В общем, очень удобные эти спицы. У меня это моя любовь, вот Knit Pro. Я их очень люблю, буду заказывать, несмотря на то, что они у меня есть. Я буду заказывать в каждом своем заказе тросики, потому что у меня одновременно всегда вяжется несколько проектов. Я потому что вяжу, потом что-то еще захотела связать, отложила на тросик. Значит, вязание у меня на тросике с заглушками
вот эти застопорила и спицы перенесла уже на новый проект, на новый тросик. И так у меня может быть несколько процессов вязаться одновременно, и потом вот, потому что идеи настолько переполняют, хочется все связать, потому что если я сразу не начинаю вязать, я потом уже забываю, что же мне понравилось, а что я хотела связать, а где схемы, а где идея, в общем, чтобы идея не улетела, и мне потом... Вообще, я бывает даже забываю, вот где я видела, где сохранила, потому что вот вы меня спрашиваете, где я сохраняю схемы, там еще что-то. Девочки, я не храню схемы. Вот если они у меня есть, я их опубликовала на канале в Яндекс.Дзен или что-то начала вязать. В общем, а так я не храню схемы там у себя на ноутбуке, на компьютере или еще где-то. Связала один раз, все, схему вам дала, на Дзен загрузила, все. С компьютера удалила, с телефона все удалила. Недавно я снимала для вас обзор спиц, который я вам рекомендую. Ссылку на видео оставлю вам, она появится в правом верхнем углу. Если не появится, тогда смотрите, ищите на моем канале видео по картинке, которая размещена в левом углу. Сейчас я более подробно опять не буду вам рассказывать про эти спицы, но скажу, что на первом месте у меня Чагу, на втором месте Нитпро. У меня Нитпро есть набор всего лишь один. Хочу заказать еще в этом же магазине набор спиц для вязания носков. Чулочные спицы у меня их нет, потому что я все вяжу на круговых, на тросиках съемных. Но для того, чтобы показывать вам мастер-классы по вязанию узоров, мне необходимо, конечно же, приобрести набор чулочных спиц, которых у меня пока нет. У меня есть там, конечно, чулочные спицы, когда я вязала варежки. Вязала я их очень давно. Вот, но необычные простые спицы. Там даже уже все перепутаны. Без линейки для измерения не определишь, какой размер. А чем мне нравится набор от Нитпро, то, что у них на каждой спице нанесен размер, диаметр спицы, и они вот такие красивые, яркие в цветном исполнении. Очень удобно, радует глаз, приятно ими вязать, удобные кончики, в меру острые, в меру тупые, хорошо цепляют петли, не травмируют пальчики, у кого нежная кожа, как вот, например, у меня. Я не люблю вязать острыми спицами, совсем острыми. А вот Нитпро мне нравится из-за того, что у них кончик не совсем тупой, ну и не совсем прямо острый, как игла. Мои самые любимые спицы — это Чагу. Набор, также у меня есть отдельные спицы. Здесь вот набор съемный, спицы плюс тросик в комплекте. Здесь у меня спицы остались, тросики все задействованы в новых проектах. Было бы здесь, то есть идеально, если бы было здесь несколько тросиков, а здесь в комплекте было всего лишь 2. Вот. И также несколько пар спиц у меня задействованы тоже в новых проектах, которые, ну, коллекцию я готовлю на осень. Будем вязать спицами с вами джемперочки, пуловеры. Разрабатываю новую коллекцию. Обновляю ассортимент всех моих попетельных мастер-классов. Чаще всего я вяжу крючком, потому что от вязания спицами у меня сильно устают руки. Пальчики, особенно суставы, вены. Не знаю, почему так, но вот когда я вяжу крючком, у меня руки отдыхают, а когда вяжу спицами, руки напрягаются. И вот так мне сегодня написала одна зрительница, какая разница, какие спицы, дешевые они или дорогие. Вот так как у меня устают руки много вязать, и я же вяжу не просто узоры, а я вяжу вещи, они такие объемные, большие, такие, ну, не детские варианты, на взрослых. Один проект за другим, приходится много вязать для того, чтобы подготовить для вас мастер-класс. И я заказываю дорогие спицы. Не за 100 рублей, конечно, цена у них чуть-чуть подороже. Чагу они намного дороже, а вот Нитпро они не такие дорогие. Здесь заказали вот комплект спиц, одну пару, потом просто дозаказывайте тросики, потому что тросик можно оставить в работе,
а спицы перенести уже, допустим, для вязания другого проекта. Очень удобно. Вот в этом плюс, огромнейший плюс съемных, разъемных спиц, что можно менять только иголки. А сам тросик, он стоит около 200 рублей, ну там 200 с небольшим. Если воспользуетесь моим промокодом на скидку 5%, то у вас будет тросик за 200 рублей. Вот вы покупаете несколько тросиков и одни спицы, несколько тросиков, и просто у вас заменяют очень большое количество спиц. Понимаете, в чем суть-то? Зачем покупать вот эти разъемные спицы, которые не так-то дорого стоят? Поверьте, они намного лучше, чем вот эти китайские за 100 рублей. Потому что они более практичные, более функциональнее. И можно ими, допустим, хорошо, прекрасно делать примерку. Если, допустим, вы оставили обычные спицы, и можно там себя травмировать по результатам примерки, да, каждый раз боишься хоть бы в глаз себе спицы не попасть или в лицо там не поцарапать, то когда вы выполняете примерку за счет тросика, вот здесь у вас будут установлены заглушки, вы вот эту иглу снимаете, саму спицу, и у вас идет примерка полотна, которое можно расправить прекрасно, петли не снимутся, не спадут, не улетят никуда. Здесь у вас будет все зафиксировано за счет заглушек, и очень прекрасно можно в процессе вязания примерять изделие на себя. А когда вот уже спица несъемная, это уже делать нужно с осторожностью, чтобы не навредить себе. Вот, сразу же ответила на вопрос. Чем лучше съемные спицы от простых, обычных, дешевых, например, гамма, панорама, там еще какие-то китайские, ну, в пределах, которые стоят 100 рублей, там 50 рублей, 70, 100. Вот Нитпро, они же не совсем они недорогие, ну, стоят они там 300 рублей. Все зависит от того, какой размер спиц. Конечно же, чем толще, тем дороже. Но я вот толстыми спицами редко вяжу. Я вяжу в основном 2,75, 3, 3,25, 3,5. Даже четверка никогда не вяжу, потому что у меня вязание не совсем такое тугое. Я вяжу... У меня средняя плотность вязания. Не очень рыхлая и не очень туго я вяжу. В общем, у меня идеальный размер спиц для меня это тройка, 3,25 и 3,5. Все. Вот в этих мне хватает 4 номера для того, чтобы вязать любую вещь. От летних до демисезонных. Сегодня что-то я много наговорила. Вот. Потому что меня бывает не остановить. Могу рассказывать долго и много. На этом хочу завершить свой влог вязальный. Все ссылки на пряжу, которая мне очень понравилась, на интернет-магазин я вам оставила. И также ссылки на спицы, на крючки. Всю эту информацию смотрите в описании под видео и в комментариях. Все вам продублирую. Пряжу я заказывала в одном интернет-магазине, спицы я заказывала в другом интернет-магазине. То есть я заказываю обычно в 2 интернет-магазинах. Это все зависит от того, какой товар меня интересует. Есть пряжа, которая, допустим, в одном магазине есть одна пряжа, в другом магазине ее нет. Я обращаюсь в другой интернет-магазин. Но обычно я заказываю только в 2, ну, максимум в 3 интернет-магазинах, которым я доверяю и где мне нравится уровень обслуживания, работы с клиентом, с покупателем, быстрая доставка, я бы сказала, мгновенная и качественная пряжа. Вот этой пряже я доверяю. То есть она, как говорится, не подделка, а высокого качества, потому что магазины работают напрямую с поставщиками. И вот у них качественная пряжа. Я вам всегда советую самое лучшее и то, что проверено мной, чем я пользуюсь сама. Вот так, девочки. На этом я с вами не прощаюсь. Завтра увидимся с вами вновь. И еще не знаю, будет мастер-класс либо по вязанию спицами, либо крючком. Сейчас у меня есть новые спицы. Будем вязать всеми инструментами, которыми я владею. Ну, больше, конечно, я люблю вязать крючком. Но крючком, конечно, не все вещи смотрятся красиво. Вот идеальный, конечно, крючок для вязания
летних, немножко еще вам с вами тут поговорю. В общем, я как считаю, что крючком идеально вязать летние вещи. Это вот топы, майки, кофточки, летние какие-то. Джемпер можно связать с коротким рукавом, либо какой-то кардиган, жакет красивым узором, легким, ажурным. Вот. А все, что связано, допустим, на осень, зиму, весну, если вы вяжете, то, конечно же, идеальный вариант — это выбирать модели, которые вяжутся спицами. Потому что, во-первых, расход пряжи при вязании спицами он гораздо меньше, чем при вязании крючком. Ну и, конечно же, вариантов узоров гораздо больше. При вязании спицами и модели смотрятся гораздо интереснее, если вы, допустим, свяжете тот же джемпер крючком. Во-первых, пряжи будет очень много, да, и смотрится не так-то симпатично, если, допустим, подобрать какой-то красивый узор и связать джемпер спицами. Допустим, вот все демисезонные модели, которые необходимо вязать на осень, зиму и весну, мы будем с вами вязать спицами. А летние модели, вот я вам снимаю для вас мастер-классы по вязанию крючком. Ну и, конечно же, спицами тоже будем вязать. Очень много интересных мастер-классов вас ждет, разных много идей. В общем, следите за новостями моего канала. Я стараюсь снимать сейчас видео каждый день. Также я снимаю подробные попетельные мастер-классы. В общем, девочки, следите за моим творчеством на всех каналах. И на Яндекс.Дзен, и на Ютубе, и также в Телеграм. Подпишитесь. В шапке YouTube канала найдете все каналы, где можно меня найти и посмотреть любую информацию. Ну, на этом у меня все. Встречаемся с вами завтра. Жду вас, как всегда, в вечернее время на моем канале. Если вам не пришло уведомление, то в любом случае заходите и смотрите, какое видео появилось. Потому что YouTube не всегда рассылает уведомления о том, что вышло, опубликовалось новое видео. Следите, пожалуйста, сами. Всем пока-пока. До завтра.